Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я хочу поделиться с вами, как можно быстро и красиво оформить обычные брускетты. Покажу я вам 4 варианта. И вы сможете их приготовить к любому празднику. Ко дню рождения, к Новому году, к Пасхе, к 8 марта. Или просто порадовать близких в обычный будний день. Почему бы и нет? Так что пойдемте готовить их вместе. Я возьму вот такие хлебцы, ну а вы можете взять багет. Нарезаю на ломтики и обжарю их на сухой сковороде с 2 сторон. Ну а теперь самое интересное, будем их украшать. Для первой закуски нам понадобится обычный творожный или сливочный сыр. Распределяем его ровным слоем по хрустящему багету. Идея этого видео показать, как красиво можно украсить, ну а начинку вы можете брать любую на ваш вкус. А теперь беру маслины, черные и зеленые, и нарезаю их вдоль пополам, они нам понадобятся для украшения. А теперь берем половинки черных маслин и выкладываем в форме цветочка сверху. Творожный сыр я слегка присолила. Вот таким вот образом. И для контраста в серединку выкладываем зерна сладкой кукурузы. Я выложу 4 штучки в серединку. А в самый центр вставляем кусочек нарезанного помидора. А теперь финальный штрих – немного оливкового масла. Оно раскроет вкус и подарит закуске глянцевый блеск. Все будет смотреться намного эффектнее. Посмотрите, как красиво получилось. Выкладываем на сервировочный поднос и приступаем к следующим. Теперь берем помидорки черри и разрезаем их пополам. Теперь беру крупную черную маслину и разрезаю пополам. И еще раз пополам. Нам понадобятся вот такие четвертинки. И для второй брускетты я беру сливочный сыр и смешиваю с ложечкой ароматного соуса песто. И немного присаливаю. И перемешиваю до однородной массы. И теперь намазываю этой смесью следующие брускетты. А теперь сделаем яркий акцент. Соберем милую божью коровку. Выкладываю половинку помидорки черри. Рядышком выкладываю четвертинку маслины. По краям украшу маленькими листочками базилика. А теперь сверху добавляем черные точечки. Это кусочки черных маслин, нарезанные мелко-мелко. Это, наверное, самый трудный этап – выложить аккуратно эти черные точечки. А теперь головку божьей коровки смазываю оливковым маслом. Смотрите, как получается невероятно мило и аппетитно. Выкладываем на сервировочный поднос и приступаем к следующим. Следующие брускетты я просто смазываю сливочным сыром. Нужно будет слегка посолить сверху или смешайте соль с творожным сыром. А теперь будем использовать зеленые маслины. И в этот раз собираем цветок из половинок зеленых маслин.
А теперь консервированную кукурузу выкладываем в промежутки между лепестками, чтобы сделать цветок объемнее. А в центр выкладываем сочный кружочек помидорки черри. Как видите, все ингредиенты совсем простые. А теперь снова все смазываю оливковым маслом. Смотрите, какая яркая и сочная брускетта. Из простых ингредиентов получается вот такая красота. Выкладываем на сервировочный поднос и приступаем к следующим. И для четвертой брускетты мы возвращаемся к пикантной основе. Смешиваем творожный сыр с соусом песто и добавляем немного соли, как во втором варианте. И снова подготавливаем ингредиенты для божьей коровки, но делать мы ее будем по-другому. Берем половинку помидорки черри и нарезаем пополам, но не до конца. И аккуратно раздвигаем края. Вот таким вот образом. Можно и так оставить, но мы с вами сделаем еще красивее. Теперь нарежем головки для божьих коровок. А теперь берем крупную маслину, нарезаем вдоль пополам и из этой половинки нарезаем тоненькие длинные треугольнички. Вот сейчас я вам покажу примерно как. Видите? И теперь эти треугольнички вставляем в надрез помидорки. Так у нас получится точно как настоящая божья коровка. Ну и теперь выкладываем на брускетты. Добавляем головки. Края, чтобы не повторяться, украшу маленькими листочками петрушки. А вместо темных точек наносим аккуратные белые капельки майонезом. Я окунаю простую зубочистку в майонез. Смазываю головки оливковым маслом и готово. Посмотрите, какая красота! Получается живая, объемная божья коровка. А если хотите, можете сделать и глазки белыми точечками из майонеза. Ну и наш праздничный поднос готов, и выглядит это просто потрясающе. Я уверена, что ваши гости будут в полном восторге. Кстати, на моем канале есть отдельный плейлист, где собрано еще много идей для красивых и оригинальных праздничных закусок. Обязательно загляните туда перед следующим торжеством. Большое спасибо, что провели это время со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых вкусных встреч. Пока-пока!